До Нового года остались считанные часы. Убитые, покалеченные, замученные в концлагерях организованного преступного сообщества Лукашенко белорусы. Десятки тысяч в той или иной мере пострадавшие от банды Луки. 4,5 года борьбы, из которых 2,5 за решеткой, год после возвращения в да нельзя изменившейся Беларуси, почти год в Польше. Я только сейчас начал разбираться в повестке и скажу вам, что мне очень больно. Больно и стыдно за то, что я вижу сейчас. И я знаю, что сам отчасти виноват в том, что происходит. Я-то с Беларуси приехал заряженный на борьбу, и что я тут увидел? Я даже не знаю, что вам сказать. Мне очень болит. Болит, потому что я вижу, что отсутствуют ответы даже на простые человеческие вопросы. Как такое могло получиться? Почему вот это вот так, а не так? Приведу пример. Вот почему по делу ЧКБ прошло уже очень много времени, много смелых, достойных людей сидит в концлагерях. Да, это они. Они передавали данные, жертвовали собой, своими семьями ради нашей победы. А кто им помог? Кто им помог, когда они по вине работы Демсил попали в беду? Как им помогли, как помогли им их родным? И кто из ответственных за слив людей будет отвечать? Кто ответил? Никто. Эти люди как тогда пилили грантики, так и сейчас пилят. Я поднимал эту тему в одном из своих видосов. Мертвые души. Почему так? Это очень простой вопрос. Какое общество мы строим? Какие-то бизнес-ассоциации рассказывают про бизнес. Бизнес – это наше все. Но они не дают ответа, а что конкретно с этого бизнеса и вложений в этот бизнес, через сколько эти вложения должны вернуться простому ветерану войны в Украине, простому политзаключенному, который попал в Польшу или в Литву с одним рюкзачком, и который не получил ничего, потому что он неизвестный солдат. Он не собирается открывать ресторан. Он думает, как за квартиру заплатить, как купить еды. Он не знает языка. Он ходит, стучит в разные организации, которые вроде бы заявляют своей деятельностью, что они должны помогать. Он приходит в одну, его отправляют в другую. Он приходит в третью, а ему говорят: не наш кейс, это не наш кейс. А почему тогда звучит так, что мы тут создали систему помощи? На мой взгляд, его должны взять и за руку провести, что здесь ты подаешь документы, здесь вот подаешь документы на образование для твоих детей, политзаключенных, детей вояров или для себя самого. Отсутствует какая-либо система, ее нет. И самое трудное мне сейчас сказать, что тут нет виноватых. Потому что смотришь эфир на Еврорадио, смотришь публикации на «Зеркале», и все говорят: мы молодцы, мы работаем и побеждаем. И в подкреплении фоточки с Тенерифа, фау, Инстаграмы, фау, Ютубы, фау, рейтинги, кнопки года. А как же человек?
человек, который передусим. Не будет белорусов, которые продолжают верить и бороться, не останется никого. И веры ни во что не останется. И ни в кого, ни в Лукашенко, ни в Демсилы. Просто обычный белорус поставит между ними знак равно. И при следующих призывах, скажем, к изменению ситуации останется на диване. И я тоже чувствую на себе большую ответственность. Потому что отсидел, выехал, собирался грант взять, смеяться с Лукашенко в своих видосах. А сейчас я понимаю, каким недалеким я был. И мне стыдно за это. Сейчас, я повторюсь, я начал разбираться и следить за повесткой. Душа болит. И болит очень сильно. И я обещаю вам, всем, кто меня смотрит, кто меня слушает, как бы там ни было, я продолжу делать свое дело. Потому что моя задача – вернуться в Беларусь. Во что бы то ни стало. А вас всех я призываю сесть и подумать, а будут ли в следующем году визы для Беларуси? Посмотрите в зеркало. Посмотрите на свой быт. На то, как мы прожили эти 4,5 года. От каждого из нас зависит, как мы конкретно, репрессии, суды, это все понятно, но помощь политзаключенным там, в Беларуси, каждый может оказать по-своему. Может, сосед по даче, по дому, может, в соседнем доме от вас живет мама, семья, дочь или сын политзаключенного. Поднимите ему седло на велосипеде. Спросите, может, нужно его матери с магазина принести продукты, простые вещи, простые ведь задачи. Это простая солидарность. Конечно, проще сидеть дома и говорить, на диване лежать. Демсилы не такие, Лукашенко, репрессии. Но что сделал каждый из нас? Каждый. И если сейчас на выборах в январе 2025 года ты пересидишь на диване и не сделаешь абсолютно ничего, не нужно потом обижаться, что Евросоюз закрыл границы, товары с Европы не приезжают, новый 75-дюймовый телевизор, где нету его. Или ты в Европу собрался на море. Так подумай и вспомни, а как тем людям, которые вышли тогда за тебя, за меня и за себя, и попали в тюрьму, вены резали, горло вспарывали, отстаивая себя, свои принципы и отстаивая нас. Ты подумай о них, что ты для них сделал. Дед Мороз – это зашибись, это идеальная вера, но на Бога надейся, да сам не плашай. Будущее зависит от тебя. С Новым годом! Живи Беларусь! Слава Украине! Ачи Литува! Нех жие Польска! Боже, храни Америку! Мы вернемся!